Вы на канале Смачно. Вы искали идеальный рецепт паски, вы его нашли. Сегодня готовим невероятно вкусную паску на сливках на опаре холодного брожения. Сливки и длительная ферментация дают тот самый необыкновенный вкус сдобы. Влажный мякиш, который не черствеет, и сливочный вкус. Список всех ингредиентов будет в описании, а я начну готовить. Опару лучше готовить вечером и на ночь ставить в холодильник на брожение. Для этого рецепта я беру 30 граммов живых прессованных дрожжей, крошу их в миску. Добавляю к ним 1 столовую ложку сахара, растираю лопаточкой и довольно быстро у меня получается жидкая масса. Дрожжи в холоде работают медленнее, поэтому мы помогаем им проснуться, растирая с сахаром. Вливаю 250 мл слегка теплых сливок, у меня жирностью 20%. Перемешиваю. Для опары я просеяла 200 граммов муки. Вливаю к ней разведенные дрожжи и вымешиваю. Опара получается довольно густой. Накрываю миску пищевой пленкой и убираю в холодильник на ночь. Также вечером я подготовлю цукаты и сухофрукты. В этот раз я беру их совсем немного. У меня сушеная клюква и апельсиновые цукаты общим весом 150 граммов. К цукатам добавляю сок одного апельсина и примерно 30 мл рома. Оставляю их на ночь пропитаться ароматом. За ночь практически всю жидкость цукаты впитали, я их откинула на сито и немного просушила. Получаются они очень ароматными. Посмотрите на эту опару утром, она не убежала, она наполнилась миллионами пузырьков. Приступаю к замесу теста. Все продукты для замеса теста желательно использовать прохладные. Желтки и белки вводятся в тесто отдельно. 2 белка взбиваю в легкую пену. Затем добавляю к ним примерно 1/3 часть от общего объема сахара. И продолжаю взбивать. Масса получается очень похожа на меренгу. Пока убираю ее в сторону. В дежу миксера вливаю 7 желтков и оставшийся сахар. И начинаю взбивать до посветления массы. Всего в тесто я добавила 200 граммов сахара. Если вы любите очень сладкую пасхальную выпечку, то можно добавить еще граммов 30 сахара. Желтки взбились, добавляю к ним пол чайной ложки соли и пакетик ванилина. И также, не выключая миксера, добавляю по кусочку всю опару. Когда опара полностью объединилась, я в 2-3 приема ввожу взбитые белки и вымешиваю их лопаточкой. Вот такая масса получилась. Меняю насадку и частями ввожу муку, каждый раз хорошо вымешивая. Не забывайте очищать стенки дежи от непромешанного теста. После того, как я всыпала всю муку, вымешиваю тесто еще 10 минут. В итоге тесто получается вязким. Начинаю частями добавлять сливочное масло. Масло я заранее порезала на маленькие кубики, чтобы его удобнее было вмешивать в тесто. Оно не должно быть слишком мягким. Достаньте его из холодильника примерно за 1 час до использования. Этого будет достаточно, чтобы оно немного смягчилось. Это тесто не любит перегрева. Если чувствуете, что оно становится слишком теплым при замесе, дайте ему отдохнуть в холодильнике. Это залог той самой воздушности. После того, как вмешалось все масло, вымешиваю тесто еще минут 15. Со временем оно начинает собираться в комок и отставать от стенок чаши.
Всыпаю просушенные цукаты и перемешиваю. Замес окончен. Присыпаю стол небольшим количеством муки и выкладываю тесто. Несколько раз растягиваю и складываю его, затем округляю. Миску смазываю растительным маслом без запаха, кладу в нее тесто, накрываю крышкой и убираю на расстойку. Я ставлю тесто в выключенную духовку, в которой просто включаю лампочку. Подходить оно будет 2–2,5 часа. Примерно через 1,5 часа, когда тесто уже увеличилось в объеме в 2 раза, его нужно аккуратно обмять и сложить. Смачиваю руки холодной водой, беру тесто посередине, приподнимаю и складываю его. Разворачиваю миску на 90 градусов, снова приподнимаю тесто посередине и складываю его. Снова накрываю крышкой и ставлю подходить. Через 40 минут тесто поднялось, уже хочет убежать из миски. Смотрите, какие пузыри воздуха. Смазываю стол растительным маслом совсем чуть-чуть. Выкладываю тесто и делю его. У меня сегодня 3 разных по размеру формы. Одна большая диаметром 15 и высотой 11 сантиметров. В нее я отвешиваю 850 граммов теста. Форму диаметром 13 и высотой 8 сантиметров 400 граммов теста. В маленькую диаметром 9 и высотой 8 сантиметров 220 граммов теста. Растягиваю тесто в пласт. Складываю его с одной стороны и накрываю второй. Затем скручиваю рулет и округляю. Укладываю тесто в форму и формую оставшиеся заготовки. Переношу формы на противень и убираю на расстойку. Даю паскам подняться. Разогреваю духовку до 180 градусов Цельсия и после того, как они подошли, отправляю паски выпекаться в разогретую духовку в режиме верхний и нижний нагрев. Время выпечки зависит от вашей духовки и от размера формы. Если у вас, как и у меня, верхушка начинает зарумяниваться быстрее, то смочите лист пергамента и накройте им паски. Я в процессе выпечки пергамент смачивала 3 раза. Мои паски готовы. Как я и говорила, время выпечки у них разное. Маленькая выпекалась 25 минут, средняя 35, а большая 45 минут. Давайте разрежем маленькую и посмотрим. Она очень нежная, воздушная, влажная и сливочная, а еще невероятно ароматная. Украсить такие паски вы можете по своему вкусу. Я же хочу сегодня сделать глазурь на итальянской меренге, тем более, что у меня остались белки, и уложить ее невероятно красивым узором. Белки вливаю в дежу миксера, добавляю чайную ложку лимонного сока и начинаю взбивать на небольшой скорости. Параллельно на плиту ставлю варить сироп. В воду добавляю сахар и довожу сироп до кипения. На средней мощности плиты увариваю его.
Опускаю щупать термометра и жду, пока температура сиропа достигнет 118 градусов. Если при этом ваши белки почти взбились, то, чтобы не перевзбить их, можете ненадолго остановить миксер. Когда температура сиропа приблизится до нужной, снова включите миксер и продолжите взбивать. Температура сиропа достигла 118 градусов, и белки тоже взбились в плотную пену. Аккуратно, не выключая миксера, вливаю сироп тонкой струйкой по стенкам чаши, чтобы сироп не попадал на венчик и не разбрызгивался по деже. Взбиваю меренгу до плотных устойчивых пик. Вот что должно получиться. Это и есть самый настоящий белковый крем. Для украшения я буду использовать вот такую насадку. Перекладываю глазурь в кондитерский мешок и наношу на шапочку узор волнами. Начинаю с нижнего яруса и поднимаюсь наверх. Этой глазури мне хватило как раз на одну большую паску. Дальше добавляю еще немного деталей и готово. Вот такая красота получилась. Если вам интересны разные варианты украшения пасхальной выпечки, а также разные рецепты глазури, то пишите в комментариях, и я сделаю подборку всех своих вариантов для вас. Готовьте с любовью, и пусть ваш дом будет наполнен ароматом свежей пасхальной выпечки. Еще больше вариантов пасхальной выпечки смотрите в этом плейлисте, там есть чем поживиться. Вдохновляйтесь моими идеями, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Смачно!